Я обнаружил, что у меня не работает задний левый габарит. В принципе, в девятке это нормально, здесь могут не работать оба, или не работать правый, либо не работать левый, но у меня здесь все переделано и работать должно. Переделано достаточно качественно, и здесь окислов быть не может. Также проверил лампочку, все здесь в порядке, но не работает. Также померил наличие напряжения на контактах. Сначала здесь было тоже 3 вольта, что очень странно, должно быть 12. Затем оказалось, что здесь вообще нет напряжения. За оба габарита, левый и правый, отвечают разные предохранители. Это F10 и F11. Я их проверил, и они оказались также в порядке. Еще не разобравшись до конца в проблеме, тут мне пришла в голову мысль, по сути не по делу, разобрать блок предохранителей, почистить его от окислов и прочей фигни, также проверить дорожки, что я и сделал. Но впоследствии выяснилось, что это зря проделанная работа. В общем, пока я обслуживал этот блок предохранителей, попутно установил сюда другой. Как вы видели, у меня имеется другой. Этот блок предохранителей от инжекторный 14. Левый габарит так и не загорелся, значит, дело в принципе не в блоке предохранителей. В любом случае мы его обслужили. Теперь он чистенький, все контакты обжаты. Теперь все должно работать хорошо. Также здесь я не стал выпаивать отсюда контакт, чтобы припаять его сюда, оставил здесь проводок, так как очень жалко этот блок. Ничего страшного, и с колхозом поживем. Итак, а вот почему не работал левый габарит задний. Достаем релюшку К4, прозваниваем ее согласно схеме. Схему оставлю в описании, также можете ее увидеть сейчас. Давайте ее откроем и посмотрим, что в ней. Обратите внимание на этот узел. Как видите, он оборван. Я думаю, что это и есть причина неработы заднего левого габарита. Вот и разобрались мы со всеми проблемами в автомобиле. Можно подпаять или купить новую. А прозванивается очень легко. Смотрите по схеме, куда идет питание от переключателя до габарита. Например, в 7 заходит переключатель, а выходит на левый задний габарит из 1. И они не прозванивались у меня, поэтому я разобрал. Вот так вот. В общем, сделал, пайке не поддается данный материал, не знаю, что это за материал. Сделал я это некачественно, поэтому я думаю, что лучше купить новую. Так как видите, я задел лишний виток. Иначе не припаивается. Не знаю, что за материал. В общем, ребят, так витки в релюшке паять нельзя. И именно поэтому стал гореть предохранитель F10. То есть, что касается левой стороны габаритов. Вот, можете видеть, появилась ошибка. Она была, в принципе, и до этого, после того, как релюшка стала неисправной. Купим новую и поставим новую. Вот и все. Все дела. Позже все-таки мне все равно продолжили выгорать предохранители. Суть я нашел, в чем была. Дело на самом деле было в печатной плате задних габаритов, а именно в лампочке, которая плохо прилегала к этой самой печатной плате. Она должна прилегать плотно. И именно в тот момент, когда она плохо прилегала, она выпаливала и предохранители, и эту релюшку. Так что на печатной плате обязательно подогните хорошо контакты, чтобы к лампочке прилегало все плотно, иначе будет так у вас все и продолжать выгорать.